trying so hard to make me surrender. Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас какой день уже? Сегодня вторник, 22 июля. И на сервере на глобальном на нашем у нас начался важный день, потому что аж глаза разбегаются. Ой, не туда полез. У нас тут понаоткрывалось всякой всячины. Во-первых, порог уровня вырос. То есть с 59-го мы теперь можем докачаться до 79-го. Я не стал 78-й, 79-й делать. Можно вообще было и на 77-м там остановиться. Это не принципиально. Почему? Потому что, лучше хлеб потратить на что-то другое, чем фармить гоблинов. Видно, что я тут совсем немного не дофармил, поэтому вы можете сделать лучше. Я тут слишком поздно остановился, надо было хлеб поберечь. Почему надо хлеб поберечь? Потому что когда у нас открывается на 6-й, по-моему, день, да? 6-й день у нас сегодня. И у нас открывается, помимо вот резонанса, то, что у нас резонанс открылся, у нас теперь доступны все подземелья. То есть все сложности вплоть до 20-й. И мало того, что мы можем пройти многие, да, первый раз, так еще и пофармить что-то можно. Итак, что я тут полезного для вас могу сказать? Когда у вас открывается 6-й день, сначала, естественно, пройдите сюжетку на максимум, сколько у вас там получится. Где она? А где она у меня? Я уже забыл, где она здесь. Вот это вот. Подзависает. Пройдите сюжетку максимально, там получите какое-то количество опыта. После чего пофармите гоблинов. Для того, чтобы максимальных, естественно, пофармите максимальный уровень гоблинов. У меня на 3 получалось. Я использовал, какую я здесь пачку использовал? По-моему, Мороза, да. Я понатыкал сюда Мороза. Не обязательно там Хвитар, все остальное. То есть, понятно, что с этим мне полегче было, попроще, побыстрее. Я вообще не заморачивался. Но можно найти пачку и без эксклюзивок там и всего остального. Я попробую, кстати, попозже найти. И после того, как вы пофармите гоблинов, пофармите их настолько, чтобы качнуть, допустим, до 78-го, там 77-го, 76-го уровня. После чего заходите, пробуйте проходить данжи. Данжи я имею в виду на вещи. Логично, я думаю, да, что вещи у нас определяют очень сильно нашу силу, извиняюсь за тавтологию. В общем, они сильно прокачивают нас в плане возможностей по прохождению более высоких сложностей. И когда вы где-то упираетесь, допустим, гарпы начали, уперлись куда-то, проходите только по одному разу. По одному разу, почему? Потому что за первый раз нам дают целые шмотки сразу. И мы проходим по одному разу, сколько получится. Когда уперлись здесь, либо наоборот, начать можете с чего угодно. Уперлись в одном данже, переходите в другой. Уперлись во второй, переходите в третий. И пока вы первые проходки эти сделаете, вы получите несколько вещей целых. И сможете усилить своих героев, свою пачку. Я уже здесь, у меня у вампира получилось пройти 17 этаж. У меня с пачкой дикости это получилось. То есть у нас здесь уже на очень высокой сложности уже пришлось 2 сапа ставить. А до этого я оставил одного Эуриона. Вот так вот. И все. И 4 у меня было дикаря. То есть Каспар здесь был. И то есть ему хватало возможности жить ровно столько, сколько понадобится, чтобы у Флоры сработал урон с ульты. И она с одной ульты выносила его. То есть до какого этажа, я не помню. По-моему, то ли до 15, то ли по-моему, на 15-м она с одной ульты выносила. Либо с 2. В общем, далеко я забрался с помощью Флоры. Пока что тут мало кто проходил. Хотя кореец наш 2 минуты потратил. И понятно, что у него 2 дамагера и куча сапов. Я смог с помощью дикости так. Так, давайте сначала закончим с советами, да, а потом уже перейдем к конкретике. Один раз я ударил воронку, это так, чисто чтобы 50 миллионов набить там. Ой, в зал легенд попасть, хотя он нафиг не нужен вообще. То есть он же кроме этой понтов, грубо говоря. Кроме понтов, он ничего не дает. Не туда зашел. Где она? Нет. А где это? Я уже запутался. Здесь? Вот здесь вот. Он чисто понты дает. Никакие награды дополнительно он не дает. Ударил и ударил. Я просто хотел посмотреть, сколько у меня примерно на 79-м получится в том шмоте, в котором я ударил. Ударил я там пока что в слабеньком. Все, эпик, я еще в Флоре ничего нового не выбил, но им поставил эти 2 сета. И Агока чуть-чуть прокачал на танковку. Так вот,
В первую очередь сюжетка, потом данжи по очереди, по первой проходке. Собираем вот эти шмотки, которые дают за первое прохождение. Ну, соответственно, Феникса тоже можете ударить сколько сможете. Я тут его далеко еще не походил, потому что хлеб берег. И вообще к этому дню, конечно, желательно было накопить хлеба чуть-чуть побольше. Потому что фармить эпик шмот, ну, было практически бесполезно. Это трата хлеба в никуда. Естественно, я уже скупил хлеб 2 раза. Потому что хочу чуть получше одеться в первый же день, чтобы удержать там топ-2, хотя бы топ-3. Морфинг у нас чуть-чуть меня обгоняет, но я надеюсь, что сейчас вот рандом с получением шмоток, он поможет мне вырваться чуть-чуть вперед. И хотя бы там пару дней первое место. Хотя, кто его знает, может и ни одного дня не получится. Итак, шмотки мы пробили, получили. Что дальше? Максимально здесь прошли, да? Доступный уровень. Я почему здесь уперся в огонь? Чтобы мне пачку дикости для воронки подкачать. Я тоже тут ничего не фармил, я просто прошел по одному разу, то есть просто прошел до максимальной сложности, в которую уперся. Тут надо уже пачку там получше делать и шмотки обновлять. Я уже не стал этого делать, мне пока что хватит камней. Я эти камни насобирал, чтобы качнуть таланты Флоре. Я вот ей смог сделать 4-й талант. Выбрал вот эту ветку, мне кажется, она сейчас наиболее перспективна в плане максимального урона, потому что здесь урон героя, она до 10 раз, и видите, что ограничения по времени нету. То есть она, вот когда у нее 5 или более выпадает с кубика, то на 10% в итоге поднимет свой урон. Если у нас здесь, допустим, атаку, здесь тоже атаку на 10%, то здесь урон. Это, я думаю, что гораздо важнее, чем атаку. Ну и, соответственно, здесь еще небольшой бонус к урону получает. Felicity я поставил вот такой вот. Я извиняюсь, если слышно сейчас свист моего ноутбука охлаждения. Ну, он летом начинает шуметь особенно активно. Felicity поставил вот эту ветку, потому что здесь вот добавляет к одному дикому броску. А вот Каспару я не знаю, и у меня пока еще камней нету, не хватает. Я, наверное, ему тоже поставлю вот этот. Наверное, я поставлю ему вот этот. Но камней у меня пока нету, надо. Если мне хватит хлеба, я подфармлю. Здесь я ничего не выбирал, но давайте посмотрим сразу, что поставим Агоку. Увеличение дает бонус к увеличению в размере глаза. Дальний герой. Но мне подходит, потому что у меня все дальние. И бонус лечения. Я выберу вот эту ветку. Есть тут какое-то сопротивление, это вообще не нужно. Вот эту ветку я... Ой, не туда. Кто не знает, кто не знает. Выбор ветки это так, просто формальность. То есть мы спокойно, кто забыл, кто не знал, мы можем их менять практически вот бесплатно. Так, вот эту я выбрал, потому что здесь лечение дополнительное, ему как раз его не хватает. И уменьшение урона дальником. Это отличный бонус, я выберу его. Эричу тоже я буду выбирать вот этот шарик, потому что дополнительные вот эти броски увеличивают урон Флоре, а она наносит основной урон. Поэтому тоже вот эту ветку. Но единственное, что у меня пока камней нету. Так, ну здесь понятно. Это я объяснял, почему я стихийку пробил. Что дальше? Шмотки, стихийка, все понятно. Очень такое важное значение. Теперь я перейду к сути, которую я вообще в принципе хотел показать. Кто не знает, у нас в новой версии игры вот эти награды за первые места. Вот, допустим, у нас Женя постарался, у него очень сильный аккаунт. Он в него очень много денег заливал. Ну, для меня это много. Хотя вот он, наверное, еще больше всего заливал. Но он тоже очень много. У него сильный аккаунт, и вот он прошел, постарался, и в 11 часов утра, то есть через 3 часа после начала дня, он уже прошел. Было у него время, он смог это сделать. Молодец. И кто не знает, вот эти награды за места, вот в каждый этап. У нас был этап до этого с 1 по 80 уровень, вот он. Вот второй этап, с 81 по 180. И вот эти награды, я понимаю, что я это уже говорил, но я еще раз повторю, мало ли кто-то пропустил. Эти награды получаем сразу. То есть вы достигли первого места, вот вам сразу награда. Второй, который пройдет 180, это же второй, вот, который место, сейчас у него только 170. Кто второй пройдет, вот получи, пожалуйста, сразу эту награду. Ну, то есть тут надо поторопиться. Награды неплохие, но, конечно, пройти сложно. Особенно новым аккаунтом. Тут уже противники очень жирные. Мы щупленькие, а они очень жирные. Разница, извините, в 130 уровней, да? Ну, это понятно, что не так много, но у нас просто ни талантов еще, ни связи стихий, ни одежды толком. И артефакты еще не на плюс 20. То есть много чего еще нет. И прокачки нету, улучшения там стихийного, этой закалки нету, стихийного усовершенствования у вещей. То есть много чего не хватает. И поэтому это будет очень сложно, если у вас не жирный аккаунт. Либо если вы не очень изощренный игрок. Сюжетку также
знает, кто не знает. Вообще все скоростные вот эти прохождения, насколько я помню, указываются вот здесь. Вот эти испытания. О, нет, не вот эти, извиняюсь. Так. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Таблица лидеров. Здесь все счетчики, когда заканчивается этот этап. Тоже все это все на скоростные прохождения. И каждый раз, когда мы там попадаем в таблицу, мы что-то получаем. Если, конечно, успеваем. И поэтому сюжетку мы проходим в первую очередь. Не только потому, что там опыт дают, хотя поэтому. В принципе, поэтому. Потому что успеть ее пройти первее всех там, то сложновато. Но и потому, что здесь вот можно собрать сундуки первее всех. Я, естественно, как видите, ничего из этого не успел. Хотя я вроде и бегал, и высматривал эти сундуки, но я в эту таблицу не попал. Я ничего не получил. Люди вот эти шарят, молодцы. Даже кореец вон. Молодец, время нашел для этого, для всего. Также, кто не знает, рейтинг героя, это как бы к теме видео не относится, но на всякий случай уже сразу покажу, что вот здесь у нас рейтинги по стихиям. И я здесь, не знаю почему. Вот у меня Felicity плюс 5, и она у меня чуть-чуть выше, чем у него. У него, по-моему, плюс 4. Нет, у него тоже плюс 5. Но у меня она сейчас, на данный момент, получше, потому что я уже успел одеть легендарные шмотки и прокачать таланты. То, что нам показывает вот этот вот, как это, боевой рейтинг, что ли, это вот он и есть. У кого он выше, тот каждую неделю, там, по-моему, или сколько подсчет будет, он получает награду. Небольшую, где-то за места, вот они. Малюсенькую. Так как их много, то есть если вы где-то там позасветились, то получите награду. Вот они, наши скоростные прохождения еще, да. Второй этап, первый, третьего нам не показывает. Плохо, что здесь не показывает третий этап, то есть чтобы мы сразу видели, когда он, что он, там, сроки. Почему вот это нельзя показать? Мы должны это все на памяти или где-то подсматривать. В общем, ладно. Скоростные, понятно. Игры такие всегда поощряли быстроту. И наши любимые феи. Я затормозился сейчас на 162-м. Я очень сомневаюсь, что я сегодня 180 пройду. Пока, допустим, завтра там шмоток не наберу получше, побольше. И вот я 160, по-моему, первый проходил. И я записал. Много у меня было попыток, я там перебрал шмот, перебрал варианты. И вот такой у меня сработал. Я записал это с телефона, я играл. И смотрим. Так, это начало? Да, это начало. Такая вот пачка у меня. Филосия, Эурион, Виньяра, Репикас и Гуленда. Гуленда на авто, потому что они тут кидают всякую дрянь. Вот Вориш, вот этот чувак, он тоже там кидает запрет хила, этот запрет бафов. Там заморозку еще кидают, по которой здесь Хвитар. Вот, кто не знает, это Хвитар. Здесь Хахадир. И вот этот Рудокоп. Заморозку кидают, вторую заморозку, вот, которая снижает скорость. В общем, кидают дебафы, и Гуленда их чистит. Потому что она тоже бафы кидает, он себе бафы кидает, а запрет когда висит, то он ничего себе не бафает, и они, естественно, умирают. В общем, такая пачка из сплошных сапов. Потому что пробовал я с ДДшниками, у меня ничего не получилось. То есть что-то получалось, но очень-очень ненадежно. И, в общем, Виньяра я снимал чисто Хвитар. Репикас у меня на авто бил. Эурион тоже на авто. И Филосия тоже на авто. То есть главная задача была Виньярой снимать Хвитар. Вот так вот Виньяра я хлоп снимал. Прям перед ультой. Репикас у нас, кто не знает, он у меня на разломе. И плюс им ульту сбивал. И плюс всякую гадость вешал. И плюс Гуленда еще штраф атаки кидал. И плюс контролил, как видим. И плюс Виньяра. И вот таким образом я не давал Хвитар ультовать. Либо она ультовала, но очень слабенько. Потому что, кто не знает, Хвитар, вот эта полосочка, это казнь. То есть, если у нас здоровье опустится до этой полосочки, то она нас добивает. Неважно там, неуязвимость, что у вас там, пофигу. Она ее игнорирует. И вот так вот я справился. Но было на самом деле сложно. Потому что все-таки у них не потому, что это сложная команда, а потому что они просто на данном этапе очень сильно, как их называть, акселераты, в качалку переходили. Не жалели себя. Просто пришли в детстве, там, доползли, пока еще ходить не умели, там, несколько месяцев было от роду, они заползли в качалку, попросили их там закрыть и дверь замуровать. И вот потом, когда они смогли голыми руками разбить стены, двери, то есть вынести там железо, там раскромсать, тоже руками перегрызть там все эти замки, вот тогда они только вышли. И вот такие вот они перекачанные пришли к нам. Мы первые, кто встретил его, вот их после качалки, а они же как бы терпели, ждали. Когда же они смогут кого-нибудь порвать на части. И вот все равно не дождались. В общем, такие вот они молодцы ребята. Вот такая была расстановка.
То есть у меня здесь кучка, они кучковались, чтобы они там своими масухами били по ним, а эти спокойно делали свое грязное дело. Ну, не совсем спокойно, но все равно спокойнее, чем могли бы. Итак, теперь давайте посмотрим, что я смогу пройти. 162 этап.